Всем привет, это канал Готовить Просто. Сегодня будем готовить бабьи языки. Мы готовили этот рецепт с вами как-то на прямом эфире, и вы попросили снять этот рецепт отдельно. Это такие мясные рулетики, которые обжаренные, тушеные, в общем, они сочные, они вкусные. Посмотрите, какая красота. Сегодня покажу, как я это готовлю. Все, кто не смотрели прямой эфир, да и вообще приготовьте эту вкусноту. Его получается много. Самая простая еда, она самая вкусная. Начнем с того, что нужно сварить овощной бульон. Мне понадобится стебель сельдерея. Я кладу 3 штучки, но вы по вкусу можете добавлять меньше, если не особо любите его. Морковь, 1 луковица, петрушка. С петрушкой мне нравится больше всего. Если найдете корень петрушки, добавляйте корень. Перец, у меня так смесь перцев и лавровый лист. Так, и соль. Я пока немного посолю, а потом уже буду досаливать бульон по вкусу, когда уже буду добавлять в блюдо. Тесто будем замешивать на молоке, и мне понадобится аж 3 яйца, ну как бы много. Тесто должно получиться такое, знаете, как туговатое, плотненькое. Посолим и будем замешивать тесто. Засыпаем муку понемногу, чтобы сразу резко с теста не стало крутым. Перекладываем тесто на стол и вымешиваем в муке на столе. Муку добавляем постепенно. Одну часть вмешали, следующую. Посмотрите, какое получилось тесто. Оно такое, знаете, плотненькое, но не липнет к рукам. И вот я его вымешиваю. Мне где-то минут 7-8 я потратила, чтобы замесить тесто. Так как при величине яйца могут быть у всех разные, и мука разная, количество муки может пойти разное. От 650 грамм до 800. Я указала 650-800. Добавляйте понемногу, чтобы не переборщить. В пищевой пленке в кухне на столе оставляем где-то минут на 20-25. Мелко нашинкуем лук, либо блендером, либо кубиками. Фарш можно взять любой. У меня такой ассорти, но больше я взяла такой куриный фарш. Можно взять только свинину, можно только говядину. От этого будет зависеть только время приготовления. В общем, если вы возьмете только куриный фарш, вы очень быстро это все приготовите. Солим по вкусу и хорошо вымешиваем. Значит, обязательно поперчить по вкусу. Я чуть соли добавила. Тут все по вкусу, больше никаких специй не добавляем. 3-4 столовые ложки молока нужно добавить, чтобы удобно было размазывать все мясо по тесту. 4-5 луковиц нарезаем четверть кольцами. 5-6 морковок натрем на крупной терке. В разогретое масло отправляем лук. Значит, лук нужно не зажаривать, а пассеровать. Когда лук стал мягким, вот таким и прозрачным, добавляем сюда морковь и тушим до полуготовности моркови. Посолите по вкусу. Тесто полежало на столе, пока мы подготовили всю начинку. Оно стало эластичным и мягким. Теперь делим весь пласт на 20 кусочков. Я делю на 4 части, то бишь каждую часть я разделю еще на 5, и всего получится 20. Припыляем стол мукой, только немножко, вот так. И тоненько раскатываем. Удобнее всего руками вот так вот расправлять, ну как по мне. Так, и я буду закатывать от себя, поэтому сантиметр вот здесь вот у края, начинку не закладывайте. Поднимаем края теста и закатываем это все в рулетик. Плотненько вот так, чтобы они хорошо держали форму. Оп. Так, разрезаем приблизительно на по 7 сантиметров в длину каждую вот такую вот колбаску. Ну, здесь получится 4 штучки, вот так. В итоге у меня получилось вот такое количество рулетиков. Их много. Я сегодня жду гостей, поэтому делала вот так много. Вы можете разделить все пропорции, которые я дала, пополам, и тогда у вас получится меньше, или на 4 части. Разогреваю масло, значит, я ставлю на плите 11, всего у меня 14 делений. Не на слишком большом огне, чтобы они и сверху не горели, и пропеклись. Значит, до золотистого цвета с 2 сторон, и я отправляю швом вниз. Переворачиваем на другую сторону, посмотрите, какие они красивые. Если вы любите еще зажаристей,
тогда держите еще. Но как по мне, вот это вот уже идеально. Когда зажарили, на бумажное полотенце выкладываем, чтобы немного масла ушло в полотенце бумажное. Бульон у меня приготовился. Он еще такой тепленький. Смотрите, какой красивый. Зажарка готова. Я буду готовить в вок, можно в глубокой сковородке или мультиварке. И пожаренные уже у меня все пельмешки. Скажу вам честно, пока я их обжаривала с двух сторон, а так как готовятся они на медленном огне, мы их слопали штук-то 10 уже, наверное, вместе со сметаной. Поэтому спокойно их можно есть. Они вкусные, они хрустящие, они сочные. Ну, в общем, это вкусно. Все, теперь закладываем на дно немного зажарки. Буквально чуть-чуть. Масла не надо уже ничего, потому что здесь в зажарке достаточно масла. И перекладываем пельмешки сюда. Теперь закладываем слоем зажарочки. И следующий слой. Фактически это не зажарка, овощи пассерованные. Так, ну вот и все. Конечно, еще несколько штук бы сюда влезло, поместилось, но мы их съели. Но мы подумали, что они будут лишние. Так, теперь у меня тут еще осталась ложечка буквально морковки. Попробуйте бульончик на соль, чтобы вам нравилось. Теперь я наливаю вот так вот вниз сюда, аккуратненько. Фактически, чтобы внизу, когда оно начнет закипать, оно испарялось, и оно как бы немножечко протушилось, протомилось. Но до конца покрывать бульоном прям под верх не стоит, чтобы они не расквасились, знаете. Вот посмотрите, у меня вот здесь внизу виден бульончик. До конца сверху я их не заливаю. Накрываем крышкой. Ставим на медленный огонь. Как только водичка закипит, 8 минут и отключайте. Бульон, который у вас остался, но я так всегда делаю, когда мне нужен бульон, я чуть больше варю. Отправляю в небольшие вот такие вот стаканчики. Можно в пол-литровые, но у меня в пол-литровые не поместится сейчас в морозилку, потому что я заготавливаю на зиму ягоды. И морожу. И когда мне нужно немного бульона, чтобы его не варить, я достаю мороженый. Все приготовилось, теперь перекладываем на блюдо. Посмотрите, как красиво они выглядят, очень аппетитно. Посмотрите, какие они здесь в бульончике. Значит, они чуть-чуть стали мягче. Не заливайте много бульона, чтобы они не раскисли. Посмотрите, сколько у меня на блюде и сколько здесь еще внутри. Значит, посмотрите, немножко бульончика у меня осталось. Я вам рекомендую, если вы все не съедите, то бульончик нужно слить будет, потому что до завтра слой, который был в самом низу, он может раскиснуть. Как в итоге получилось? Их очень-очень много получается. Они сочные, они вкусные. Сейчас будем пробовать. Так, ну что, будем пробовать? Мы пока жарили, я наелась. Так, сейчас разрежем, посмотрим, какие получились внутри. Оп, смотрите, вот так выглядит. Очень сочные, смотрите, прям бульончик из них вытекает. Очень ароматные и чем-то по запаху напоминает ленивые пельмени. Очень сочные, прям вот они с бульончиком внутри. Значит, я ела их, когда только обжаривала, они тоже были готовые фактически. Если, в принципе, и такие вкусные. Их можно вот так вот просто обжаривать, не тушить. Просто можно обжаривать, только еще меньше огонь нужно ставить, чтобы они проготовились. Ребята, и так вкусно, и зажаристые вкусно, потому что зажаристые сверху хрустящая корочка и вытекает такой бульончик. Здесь они протушены, и тесто более мягкое. Но это другой вкус, но очень вкусно. Рекомендую, приготовьте, это просто бомбезный рецепт. Ну все, спасибо, что сегодня были со мной, ставьте лайки, делитесь этим видео, обязательно приготовлю, жду ваши фотки в инстаграме, готовьте, это вкусно. Подписывайтесь на мой канал, кликайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео, подписывайтесь на мой инстаграм, ссылка под видео, смотрите меня на канале R1. Всем привет, я Ольга Матвей, я люблю готовить и делюсь рецептами блюд на своем YouTube канале. О еде с любовью – это моя первая интерактивная книга. Здесь 130 лучших рецептов по мнению зрителей канала, а также более 600 пошаговых фото приготовления блюд. Изюминка книги в том, что возле каждого рецепта есть видео. Нужно лишь отсканировать QR-код и перейти по ссылке. Посмотрите, как это работает. Покупайте мою книгу и будем готовить вместе.